Друзья, очень интересную тему сегодня хочу с вами обсудить. Дело в том, что в последнее время я вижу, что много казахстанцев и в мире культуры, и в мире спорта отправляются в Америку. И, конечно, кто-то может сказать, что ой, зачем нам это Америка, что там, чем мы все говорим постоянно, это Америка, Америка. Хочется сегодня поговорить не о том, нужна ли Америка или не нужна Америка. Хочется вот отметить такую закономерность, что сейчас несколько, вот точно я могу сказать, очень интересных казахстанцев находятся в Америке, что-то там делают, о чем мы сегодня с вами поговорим. Поэтому, друзья, располагайтесь поудобнее. Давайте начинать. Начнем с Димаша, потому что Димаш это вообще особый человек и для нас, и я уверен, что для огромного количества людей, потому что он это на сегодняшний день Димаш являлся и является, и будет, наверное, являться, не знаю сколько еще времени, лучшим вокалистом мира, он номер один. Лучший голос планеты, народный артист мира, и он сейчас находится в Америке. Что мы знаем на сегодня? То, что Димаш должен принять участие в программе «Болашак». Это программа, которая позволяет талантливым казахстанцам получать образование, учиться за границей, учиться за рубежом. Мы знаем, что он встретился с продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым, с которым у них была активная работа, и они даже написали песню, которую я очень жду. Я не знаю, когда она появится. Я знаю, что огромное количество людей, огромное количество поклонников Димаша ждут появления этой песни. Она всем очень нравится. В общем, и мы знаем, что Димаш сейчас находится в Лос-Анджелесе в очень интересной компании, в компании молодых и невероятно талантливых музыкантов. Один из них Стив Маки. Это певец и вокальный тренер, который живет в Лос-Анджелесе в штате Калифорния. Что о нем можно сказать, это то, что он работал с Селеной Гомес, Дженнифер Лопес, Ферджи, Ленни Кравицем, Кейли Роуэн. И, кроме этого, работал на шоу «Голос» на канале NBC, больше 10 сезонов там проработал. Также с Дженнифер Лопес он в 2019 году ездил в турне, где также помогал ей как преподаватель, как тренер. И примечательно, что его любимым занятием является выводить вокалистов, артистов на новый уровень. Я не знаю, сможет ли он помочь Димашу, или может быть наоборот Димаш, я думаю, что скорее Димаш может кого-то научить, вряд ли кто-то может чему-то научить Димаша, но в любом случае вот такой вот удивительный обмен опытом говорит о том, что вот когда такое происходит, что мы можем ждать чего-то интересного, чего-то удивительного впереди. Тем более мы знаем, что Димаш любит удивлять. 22 марта у него выйдет песня Together. Это уже совсем скоро. И вот когда я вижу, что Димаш работает с такими талантливыми артистами, с талантливыми вокалистами, которые вот находятся как раз... Я хочу сказать, что о чем? О том, что вот когда ты живешь в своем собственном ауле, то ты не знаешь, что происходит за его пределами. Ты видишь только то, что вот вокруг тебя. И когда ты попадаешь в новую какое-то новое общество, то там, естественно, ты начинаешь узнавать что-то новое, у тебя и твои качества профессиональные тоже как-то развиваются. Вот, поэтому я думаю, что Димаш, находясь вот в такой интересной компании, может тоже что-то и для себя приобрести, и, возможно, мы увидим как-то отголоски этого его творчества. А может быть, все вообще по-другому, так как мы можем судить только по обрывкам материалов, которые до нас доходят. Может быть, Димаш для нас вообще готовит что-то грандиозное. В общем, все это в любом случае очень интересно. Так же, как и интересно то, что Данелия Туляшева, это казахстанская певица, вундеркинд. Она родилась в Астане, потом переехала в Алмату. Она поет с детства, она представляла Казахстан на детском Евровидении. В общем, она снова появилась в Америке и снова выступила на шоу «Америка ищет таланты». Это очень большое шоу. Она там уже выступала в 2020 году, но тогда она приезжала в Америку вместе с родителями, и тогда она была еще совсем юная. Сейчас же ей уже 16 лет. Она уже готовая суперзвезда, потому что она прекрасно говорит по-английски. Она очень привлекательная, очень красивая молодая девушка. Я уверен, что она времени зря не теряет и очень много работала. Она, так же как и Димаш, с самых ранних лет занимается музыкой, поэтому я уверен, что уже в 16 своих лет она профессионал с большой буквы. Поэтому
Сейчас вот, когда я смотрел ее выступление, я вижу, что она уже полностью подходит для американской аудитории. И также я знаю, какие пишут комментарии под ее выступлениями на YouTube, поэтому я вижу, что у нее аудитория уже международная, она становится настоящей мировой звездой. Поэтому очень интересно будет посмотреть, что будет дальше. Первое ее выступление вот было. Может быть, она уже что-то готовит, может, она уже с кем-то работает. Наверняка какие-то продюсеры тоже на нее обратили внимание. Ну, я не думаю, я уверен, что не могли пропустить вот такой невероятный талант. Пока что мы только можем предполагать, но очень надеемся, что наши предположения сбудутся и воплотятся в жизнь. Но есть кое-что, что мы можем сказать наверняка. Ведь такой вот обмен интересный в Америке происходит не только в культуре, но и также в спорте. И два казаха, Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев, это бойцы смешанного стиля, бойцы ММА, бойцы жек-пе-жек, которые сейчас тоже находятся в Америке. Они находятся в Майами, по-моему, во Флориде. И там у Шавката идет подготовка к бою, который состоится в UFC 5 марта. Будет его соперником очень серьезный боец Джефф Нил, у которого 19 боев, 15 побед. И у Шавката статистика, кстати, 16-0. И также, конечно, тут много мы деталей не знаем, но то, что мы видим, вот оно тоже позволяет делать некоторые выводы. Например, есть фрагменты, которые попадают также в интернет, где Шавкат и Асу, они общаются с спортсменами из других стран, зачем очень интересно наблюдать, потому что у них проходит тоже такой своеобразный обмен, не только в зале, там, кто какие приемы как делает, там, посмотреть, у кого-то подсмотреть прием, там, кто как бьет, кто как уклоняется от ударов, в общем, такая вот идет коллаборация. Но и также в общении, вот, в обычном жизненном, бытовом уровне тоже идет обмен, это все очень интересно, и это дает очень большое развитие для человека, который попадает в такие условия, например, вот для Шавката Рахмонова. Но еще более интересно то, что сам Шавкат Рахмонов, когда туда попадает, он оставляет впечатление своим поведением о стране. Вот если мы посмотрим и на Шавката Рахмонова, и на Димаша, и на Данелию, это все, несмотря на свои регалии, несмотря на свои таланты и такую огромную работоспособность, несмотря на это, они очень скромные, очень интеллигентные, воспитанные люди. Асу Алмабаева я видел лично на Дала Баттл в 2021 году. И вот так вот смотришь, когда на него, даже и представить тяжело, что в нем скрыта такая невероятная сила, невероятная мощь, что невероятный дух, что это такой чемпион, который выходит на ринг и может кого угодно победить. В общем, я хочу сказать, что вот такая вот удивительная, очень интеллигентная и очень талантливая делегация из Казахстана сейчас находится в Америке, и будет очень интересно посмотреть, что же они сейчас готовят, что же станет результатом их пребывания. То, что Шавкат 5 марта будет выходить в ринг, скорее всего, то, что Шавкат планирует 5 марта планирует выйти в ринг, это мы точно знаем. А вот что касается остальных героев, пока что очень многое остается в тайне, но в любом случае за этим будет очень интересно следить, поэтому, друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего, включите колокольчик, чтобы получать уведомления, и обязательно заходите в наш Инстаграм, потому что все там появляется максимально оперативно. Это все, о чем я хотел с вами поговорить. Скоро увидимся. Всем пока.